Нет, сегодня мы не будем геройствовать. Никакой тропы охотников с подъемом высоты 1000 метров. Мы пойдем по простой, но очень красивой живописной тропе к водопаду, который называется «Хвост лошади». Тропа эта хорошо утоптана, идет сквозь вот такой лес. Такая удобная тропка. По ней мы сегодня пойдем. Мы приехали в городок Торла, где оставляем машину на бесплатной парковке. Дальше двинемся за билетами на автобус. И на автобусе поедем в этот национальный парк Ордесса и Монте-Пердидо. Только так сейчас можно туда добраться. Ну, а сейчас переоденем обувь спортивную и двинем дальше. Так, сейчас мы купим билетики. Купили мы билеты, но пришлось платить наличными, потому что не сработал аппарат. Вот. Немножко покажу вам цены. Вот цены, вот как движется автобус. Только на автобусе можно добраться до этого парка. Мы пересаживаемся, а вход в парк будет бесплатный. Налево или направо? Налево. Вот сюда, да? Вот туда. Вот. Вот туда, значит, все понятно. Вот. Ну что, дорогие друзья, национальный парк Ордесса и Монте-Пердидо считается одним из самых красивых парков, национальных парков в испанских Пиренеях. Он был открыт в 1918 году, и здесь есть два маршрута. Вот тот маршрут, это маршрут охотников, он тяжелый очень, славится такой, ну таким, тут нужно готовиться, нужно быть сильно подготовленным. Туда идут более легкий маршрут. Мы сегодня с вами пойдем по более легкому маршруту, но тоже очень красивому. Маршрут оранжевый. Смотрите, вот маршрут наш начинается вот здесь, в Прадер де Ордесса, и идем мы вдоль реки, река справа, по правую руку. От нас здесь будет несколько стоянок, красивые водопады, красивые места, и целью нашего визита Кола де Кабайо. Хвост лошади, красивый водопад. Ну и потом обратно мы придем в эту же точку. Общая протяженность нашего маршрута 17-18 километров. Мы пойдем вдоль реки, но в целом здесь проходит за 5-6 часов. Мы не будем, вместе с остановками на фотостопы, с перекусы и так далее. Мы не будем никуда спешить, поэтому спокойно будем наслаждаться этим маршрутом. Выставляю маршрут, пишет туризм, и сейчас мы пойдем. Сегодня мы выбрали самый красивый, но самый доступный маршрут в одном из самых впечатляющих мест испанских Пиренеев, национальный парк Ордесса и Монте-Пердидо. Итак, вперед, друзья, красивым видом. Этот маршрут считается одним из самых красивых. По дороге нас ждут буковые леса, красивые горы, каньон Ордесса, много красивых видов, водопады. Вот, так что мы идем, берем с собой трекинговые палочки и движемся. Навстречу попадаются дети, туристы. Народу очень много. Вот прошли туристы с рюкзаками. Дорога удобная, утоптанная, маршрут не тяжелый. И пока хорошо. Маршрут наш пролегает вдоль реки. В тени деревьев. Сегодня такая хорошая погода. Накрапывает дождик, облака. Мы приехали рано-рано утром. Народу еще не так много. Такой красивый лес. Красивые мосточки у нас на пути. И очень красивые горы. Везде нас встречают вот такие таблички. Говорят, что с маршрута трудно сбиться. Вот эта бело-красная линия сопровождает маршрут. Целью всех является Кола де Кабайо. Красивый водопад, который переводится «Хвост лошади». Там же будет каскад Эстречо. Ну и вот некоторые доходят только до Градес де Суасо. То есть тут можно выбирать
что вам нравится. В табличках можно прочитать, что вы помните о том, что животных нужно держать на поводке собак, а в воду залезать нельзя. Воду надо брать с собой. Есть напоминалка, что 1,5-2 литра на человека. Головные уборы, хорошая обувь, можно трекинговые палки. Ой. А если вы пойдете по тропе охотников, то, соответственно, нужно еще и подготовиться заранее, не просто ходить, но еще и лазить, ползать. В общем, то, чем мы занимались в прошлом году. В этом году мы полегче вам хотим показать, чтобы, может быть, кто-то захочет повторить такой же маршрут. Ну, он, как говорил один наш знакомый, маршрут light. Посмотрим. Ну что, периодически надо пить воду, отдыхать. И еще забыла сказать одну важную вещь. Также, когда вы пойдете по этому маршруту, берите с собой легкий перекус. Может быть, какие-то снеки, орехи, цукаты, курага, может быть, какие-то бутерброды, но обязательно холодненькую водичку. Пьем воду. Мгм. Вот такой наш маршрут. Вот так мы идем. Иногда бывают подъемы, спуски. Ну, в принципе, некоторые ходят даже. Вот там река. Люди проходят в юбках, в кофточках. Вот, так что такая утоптанная дорога. Прикольно. Американцы. Чтобы не сбиться с пути, можно обращать внимание вот на такой знак. Да, Алексис? То есть нам туда не надо. Нам туда не надо, да. Нам надо вот по этой дороге. Туда, куда вот люди пошли. Такой лес красивый. Что мне нравится, что здесь тропа, она все время меняется. Виды меняются. А мы идем наверх. Маленький водопадик. Да, совсем крошечный. Среди таких камней. Мостик. Пойдем дальше. Мы прошли уже почти 2,5 километра. Тяжело записывать, держать телефоны, записывать это видео, и говорить, карабкаться, да. Поэтому ставьте обязательно лайк, смотрите дальше. Я-то иду с палками, а Татьяна идет с телефоном. Кстати, именно по этой причине очень мало видео. Мы вообще не нашли вот именно этой трассы, поэтому снимаем вас. Вы единственные, кто видите это на русском языке. На испанском И на языке испанском есть, да. есть, Испанцы да. ходят, немножко записывают. Спасибо им, кстати, за интересный маршрут. Так что еще раз повторюсь, ставьте лайк и смотрим дальше. Кажется, мы дошли до первого водопада. Первая смотровая площадка. Сейчас мы посмотрим, что это. О, это первый водопад. Каскада де Аррипас. Такая площадочка смотровая. Тут подсыпано. Непродолжительный такой подъем. На протяжении 3 километров, наверное. Высота 600-700 метров, что ли. То есть такой пологий подъем. А сейчас мы вот тут еще прочитаем. Ну, короче говоря, Каскада де ла Куэва и Эль Эстречо. Это налево тропа идет. Туда же Градус де Суасо и Коло де Кабайо. А это Каскада де Аррипас. Здесь можно прочитать. Кстати, интернет, походу, есть местами, может быть, он пропадает. Но мы на карте вот уверенно видимся. Вот как-то так. Вода, но ее, походу, пить нельзя. Умыться можно, да. Это родничок такой. На свой страх и риск, короче говоря. Что там? Ну вот этот. Да. Вот с той стороны тропа охотников. Ну она, видимо, закрыта. Ну, там. Может обвалиться. Ну да, там перекрыта она. Ну там прямо вот надо ползти прямо, держась зубами за корни деревьев. А здесь более-менее ничего.
отсюда видно. С малышами идут, да, по этой тропе. Неспешно, часами, в тапочках. Очередной у нас Мирадор, каскада с Делакуэва и Эль Эстречо. О, какая такая тоже стояночка смотровая. Фотостопчики. Это очередной вот каскад. Смотрите, какая красотища внизу. Он из пещер течет вниз. И там, что меня поражает, что чистейшая вода. Цвет воды говорит о том, что она здесь просто кристально чистая. Кристально чистая вода. К следующему, каскаду, водопаду у нас ведет вот такая дорога с ступенями, поэтому удобно с палками. Вот как-то так. Все, убираю телефон, поднимаюсь. Каскада или каскадас Эстречо, да? Вот там, сейчас будем. Вот по такой лесенке. Поэтому обувь, конечно, нужна. Может быть, даже палочки. Вот, я спускалась, и такой красивый вид. Посмотрите, вообще шикардосно. Валила пена, как говорится. Это того стоит. Вот тут вот маленькие пороги. Смотровая. Вот такой красивый водопад. А я сейчас спущусь вниз. В принципе, дорога несложная. Сюда приходят даже с детьми и с собаками. Изучаем карту. То есть, получается, мы отсюда дошли уже, вот каскада Эстречо, узкая, и потом у нас будет еще один каскад и конечная точка. Долину там, по долине, да, им надо будет пройти? Ну и обратно мы возвращаемся по трассе охотников. Да, полезем в город. конечно, обязательно. Но у нас на этот Ждите. момент сядет телефон, мы не сможем снимать Да. ничего. Очередной водопадик. Очень красивый, который по счету я уже даже не знаю. Место красивое. А это не место, которое вот Суаса или как-то? Нет? Это еще дальше? А маршрут такой интересный. Туда даже вот присмотреться, туда даже с детьми и туда ходят с маленькими детьми. Девочка ей, наверное, лет 7 максимум.
Так, мы прошли 5 километров, ну, практически мы тут все плавно и плавно поднимаемся, да. А вот это, вероятно, буковый лесок. А может быть и нет. Ну, должен быть, во всяком случае. Учитывая, что жестко такое дерево. Народу много ходит. Тропы такие. Густой лес. Но это уже почти верхушка. Да? А, вон видно уже просвет неба. Да, 5 километров протопали. Какой красивый лес. Какая хорошая легкая дорога. С отдыхом, с каскадами, с мирадорами. Прохлада такая началась. Прохлада. Да, классно. Деревья такие большие. Там, смотрите, мы уже почти дошли. Вот она, верхушка-то самая. Это макушка этой горы. Там вон уже идут. Они только что отдыхали. Станция Мангал с одной ночью. Да, идем вперед. Очень интересную вещь нам дал Станислав. Вот это наш маршрут. Вот так отблескивает. Вот это наш маршрут. И вот ниже написаны все перепады. Все То есть мы перепады прошли высот. 7,5 километров, нам еще столько Ну, же. в целом, потому что мы ходили, смотрели в стороны вот все эти водопады. Нам наша точка конечная вот здесь, да, и А мы потом щас мы на обратно середине. будем возвращаться. То есть маршрут он не круговой, То есть мы сейчас вот они. Ой, то есть он туда, а потом обратно по той же дороге. А мы сейчас в таком красивом лесочке. слушай, хорошая программа вот эта. Мы поднялись Сейчас мы на буквально середине 500 метров маршрута, только. мы поднялись 1527 метров, но это над уровнем моря высота, да? Давление 636 миллиметров. Давление 636. Вот какая-то такая вам информация. Ну и обувь у нас вот такая. Да, в такой. Такая спортивная обувь. Не в спортивной, наверное, Все в тяжелой. спортивных одеждах. Все, кто не в спортивных тапочках, те остались уже внизу. Те сюда уже не дошли. Кстати, хочу сказать время. Не знаю, там вначале я снимала, сейчас 13:15. 2 часа 8 минут мы в пути. Ну, у меня показывает 5:36. Ну, я просто где-то стояла, видимо. С собачками даже гуляют. Вот тропа, чем мне нравится, что она все время меняет свои виды. Я уже это говорила. Но мы шли через лес, поднимались, красивые водопады. А теперь дорога вообще идет под скалами. Посмотрите, как красиво под скалами. И куда-то туда уходит. Дальше, наверное, будет еще что-то сногсшибательное. Кстати, кто здесь был, не забывайте ставить лайки и писать, Делиться своими впечатлениями. как ваши впечатления об этих местах. Идем дальше. Следующее у нас Каскадес де Истречи мы были, Градес де Суасо, а потом уже Кола де Кабайо. И нам вот туда идти. Но тут не указано, километраж не указан, чтобы не пугать. Не пугать. Да, ну вот как-то У так. нас у одного 6 километров, у другого 8. Да, у меня 6, у Станислава 8. В общем, мы как-то бегаем по лесу. Каждый со своим километражом. Смотрите, как красиво. Вообще дорога, она идет вот под... Сейчас я покажу. Сверху скала. Вот как-то так. Скала над головой. От дождя хорошо прятаться. Солнышко вышло. Приятная дорога такая. Многие возвращаются назад. Те, которые... По-моему, здесь 5:45 открывается все. Да. Кто пришел с утра, те уже идут обратно. Так вот. Кстати, на тропе очень много детей. Я заметила. Ну, явно они или из Австрии, или откуда-то такие подготовленные Да, к горам. это Легко идут в платьицах, девчонки там лет по 5-6. Немецкий, Но... да. говорят на немецком, да? Но ботинки у них горные. Обувь у них серьезная. А так в платьишках идут. Милое дело. Вообще классно. Дорожка пошла немного ниже. Обратно. И обратно, видимо, тоже будем подниматься чуть-чуть вверх. Деревья становятся уже реже. Видимо, сейчас выйдем в какое-то красивое место. Ну вот, мы вышли из этого леса. Прошли, я не знаю, километров 9. 9,4. Вышли, смотрите, какой красивый зеленый каньон. Просто травы, шиповник. Шиповничек растет. Вообще просто. Всякие тысячелистники. Расскажи про деревья, которые проходили на высоте, да? Деревья очень красивые. Вообще осенние. растительность такая приятная. Уже мне местами казалось, что осень. Дорога вот такая у нас. Уже теперь, наверное, по прямой.
по каньону зеленому, красивому. Малина. Есть. Малинка растет. Сейчас будет одна хорошая достопримечательность, но потом уже то, зачем все сюда идут. Речка почти пересохла. О, такая дорожка дальше идет. Так, это у нас градус де Суасу. Насколько я понимаю, сейчас мы пойдем вот туда, к водопаду. Хвост лошади. Здесь тоже есть смотровая. Красивые виды. Сейчас я вам их покажу. И мы рванем дальше. Это обратная дорога. Пошли почти, дошли, вернее, до цели. Увидели вот такую вот красоту. Еще один водопадик. И дальше мы выходим вверх этой долины. Смотрите, какие красивейшие виды. Вот оттуда прямо мы пришли. И вдоль этой реки, по эту сторону мы идем. С правой стороны, по правую руку, у нас вот эта речка с водопадами. Вон туда, дальше движемся. Вот так вот. Что, очередной привал у красивого водопада. Вот там дальше идет еще дорога. Вы видите, люди там самое красивое. Вон там дальше. То мы должны еще идти. Но тут невозможно не снять это видео. Посмотрите, какая красота. Мы еще движемся вот туда. Лайт-поход продолжается. Движемся по этой тропе. От животных, да, наверное. Все, заходим вот сюда. О, мне кажется, дошли до какого-то указателя.
наконец-то дошли до куда-то. О, какая красота вот там впереди. Ну вот, нам нужен Кола де Кабайо. Тут практически все посмотрели, осмотрели, прошли. Красивый каньон, теперь вон та дорога и красивые виды. Ну что, у нас финишная прямая. Идем к самому красивому месту, куда все, собственно говоря, идут. Вдоль вот этой реки прошли много интересных точек. Вот это красивейший каньон, Гранд каньон. Такая растительность. Да, и, кстати, сурки, слышите, пищат? Пищат сурки на камнях, отгоняют врагов. Пиу — это не птички, это сурки. Сурки, да? Сурки сидят, если вы слышите, что как будто бы пищит птица. Это сурки вон там сидят. На камушках отгоняют врагов. Пиу-пиу — это сурки. Какая красота. Пищат. О! Еще раз. В общем, пищат, отгоняют от своих норок или от домиков. Мы даже видели, вдали сидит на камушке такой сурок и пищит. Так что, когда будете в следующий раз, кто был, а кто не был, вот заходите вот сюда, Ой, смотри, как они... в эту долину, где-то рядом. Прикольно. Как будто кошками учат. Или птичка поет. Это сурки. Но чтобы знать, как они выглядят, сходите в Аран-парк. Там можно увидеть сурков, а уже здесь послушать их пение. Вот это, кстати, шиповник. По дороге мы идем, вот эта река справа, маленькие водопадики. Вид на миллион, просто шикарный. Валя Лапена, это того стоит, чтобы сюда прийти. Сверху снег лежит. Да. Снег, ты думаешь? Вон белый, видишь, в ложбинках. Мне кажется, да, вон там маленький-маленький. Это снег. Вот тут могут сурки на камнях сидеть. Ну и змейки тоже могут. Надо аккуратно. Красиво. Дети дошли и поют песни. Значит, что-то интересное впереди. Наверное. Да, маршрут наш вот. Дорога идет. Кажется, мы приближаемся. А вот там люди идут наверх. Вон. Вот там, по тропе. И я даже видела, когда был снег, люди вот приходили отсюда и поднимались в горы снежные. Вода уже шумит. Ну, где-то там хвост лошади. Вот он, собственно говоря, слева. Но если кто не может сюда дойти, то там вот можно увидеть, ну, тоже неплохие виды, неплохие водопады. Народ уже возвращается обратно. Финальная наша дорога. У нас уже вырубились микрофоны, но все равно я снимаю. Место шикарное, красивое. В виде действительно такого хвоста лошади. Кола де Кабайо. Хвост лошади. Он вот так вот течет откуда-то, оттуда, из скалы. Красиво. Ну и виды вообще вот то, что мы прошли. Виды, конечно, обалденно. Ой, красивые. Но в тапочках сюда не дойдете. И наш вывод: выходить, конечно, нужно пораньше. Заходить сюда часов в 7, в 8. Потому что мы ехали долго из Виелья. Поэтому мы зашли попозже. Вообще, конечно, лучше заходить пораньше. Вот так вот красиво. Под ногами вот такое вот у нас. Все, финальная точка. Вот он.
подведем итоги. 13,98 мы сюда шли. Поднялись на 1200, это как 28 метров. 28, да. Ну вот наш путь. Сколько? 14 километров в одну 14 сторону. километров в одну сторону, вот до этого прекрасного водопада. И обратно. Но обратно мы не будем заворачивать, как всем другим водопадам, поэтому пойдем покороче. Отдыхаем здесь и пойдем в обратный путь. А вот это местечко. Ходите, отдыхайте, занимайтесь спортом. А мы скоро отдохнем, перекусим и пойдем в обратную сторону. Вода, супер. Всем водам вода. Самое главное, что в горах все есть. Вода есть. Бутерброды есть. Осталось их съесть. Все, сделали перерыв, передых, перекус 15:43. Отправляемся в обратную сторону. Вот туда. Прошли 1 километр в обратную сторону. Но стало очень жарко, решили умыться. Тут тоже водопадик небольшой. Ну а чтобы коровки не выходили с этой плантации, с этого поля, с этой поляны, сделаны вот такие вот воротики. Еле протискиваешься и идем дальше. Ну что, спускаемся вниз, проходим снова лес. Еще солнце светит, а нам еще километров 6, наверное, идти. Ну что, мы зашли опять в этот темный лес. Солнце почти не проходит здесь, темно, как будто бы сумерки. Но на самом деле еще день. И на поляне светило солнце. Мы продолжаем идти вниз. Пока мы шли, спустились еще ниже, а тут уже наступила осень. Все листья опадают, желтеют на деревьях. А мы идем дальше. Нам осталось километра 3. Можно, кстати, 15 километров прям до населенного пункта еще идти. Так что идем дальше. Ну что, 6 часов вечера. Мы еще идем, осталось совсем немного. Метров, ну не знаю, там 800, наверное. Вот видно уже какие-то интересные места проходим. Так что скоро дальше будет отчет. Ну что, мы спустились наконец-то. Здесь, кстати, есть все, что нужно. Бар, Красный Крест или спасатели, наверное. Ну и, соответственно, вот эти заведения. Пьем холодные напитки. 7 часов мы гуляли, 24 километра прошли. Прошли разными тропами. Это было классно. Все, всем пока.